Население было в 2014 году, где-то вот во время Первой мировой войны, когда там, опять же, военные действия были на Востоке, и народ, в общем-то, спасался от ужаса войны и переселились за Кавказ. Поскольку там столкнулись опять интересы России, Турции и Германии, и когда войска уходили, мирное население подвергалось, естественно, гонениям, насилию. И вот тогда многие перебежали в Россию, в Закавказье. На почве веры турки вырезали христиан, и в эту мясорубку попали и ассирийцы. И вот с русскими войсками на подводах, как вот рассказывала мне лично моя бабушка, на подводах вы переходили границу с Ирана в Россию. В Первую мировую войну ассирийцы выступили в роли разменной монеты в руках воюющих держав. Они поддержали сторону Антанты и оказались на грани исчезновения. По некоторым данным, в те годы на территории Ирака, Турции и Ирана погибло около 500 000 ассирийцев. Остальные спаслись бегством. Тогда в Россию попали 50 000 человек. Многие оседали на Кавказе, другие шли на север по страшным дорогам без времени и лихолетия. Они остались здесь жить, хотя им было трудно. Слишком уж не вовремя они пришли. Первая мировая война, революция, гражданская война, голод, разруха и новая власть, не знавшая жалости и милосердия. Ассирийцам-беженцам надо было рассчитывать только на свои силы. Ассирийцы быстро прижились в Грузии и Армении. Уклад местных жителей оказался им близок, а в больших российских городах, Москве, Санкт-Петербурге, им приходилось нелегко. Они не знали ни русского языка, ни обычаев. На хлеб зарабатывали тяжелым трудом в артелях, чистили обувь, делали мелкий ремонт одежды, варили конфеты. Они пережили те же беды, что и другие народы бывшего Советского Союза. Коллективизацию репрессий в 30-е годы, войну в 40-е и депортацию в 50-м году прошлого столетия. В Казахстан попали в 50-м году. Это в основном те ассирийцы, которые проживали в Закавказье, в Грузии. Это наши деды, наши родители. Я думаю, что это была хорошая этническая чистка. И если представить, что в то время проживало несколько тысяч ассирийцев на Кавказе, то можно представить, что это было достаточно для такой маленькой нации, количества людей, которые вынуждены были переехать, скажем так, сюда. Очень много расселены были по домам, по квартирам. Наша семья попала в казахскую семью, где были очень добрые пожилые люди. У них тоже были уже взрослые дети. А бабушка моя шила хорошо, была портнихой. И вот она смогла привезти оттуда машинку швейную «Зингер». Так получилось, потому что когда пришли их арестовывать, посмотрели на машинку, видят, что маленькие дети, женщина плачет. Там в состоянии ничего не могут взять. И он сказал: кто шьет на этой машинке? Она говорит: я. Бери, мать, тебе это пригодится, ты заработаешь кусок хлеба. И вот всегда бабушка вспоминала этого человека в Грузии, что есть люди везде хорошие. И вот она привезла, и тут она начала обшивать. В Казахстане ассирийцев расселили в основном в Алматинской области, в совхозах, где выращивали табак, виноград и другие сельскохозяйственные культуры. Наши женщины и дети занимались земледелием. То есть в Каражуте земледелием занимались. И еще работали на фермах, чесали баранов. Выращивали буквально все. Мы привезли оттуда семена кинзы, петрушки. Ну, буквально всю зелень, которую сейчас вот обычно все покупают. Вот это все привезено из Грузии. Несколько лет до кончины Сталина ассирийцы жили под учетом спецкомендатуры. Среди переселенцев оказалось много плотников, каменщиков, маляров. И казахстанские власти стали их привлекать на строительные работы. Несколько важных объектов в Алматы было построено с их участием. Многие переехали в Алмату. Вот, например, моему дедушке, да, он был маляром хорошим, у нас плотники были, дом правительства строили. И те хорошие специалисты, которые нужны были для строительства зданий, им сразу дали квартиры. И переехали сюда, сразу в Алмату, разрешили учиться. Мама моя сразу поступила за ветеринарный институт. Как-то дали им продвижение.
Вот это старое здание Дома правительства. Оно было построено в конце 50-х силами местных, российских и депортированных специалистов, в том числе ассирийцев. Сейчас здесь располагается один из престижных вузов страны. После реабилитации большинство ассирийцев вернулось в Закавказье, но часть осталась жить и работать в Казахстане. Если взять ассирийцев, даже вот последние, так сказать, 200 лет, да, сказать, или 150, или, по крайней мере, за тот период, который мы просматриваем, вот, третье, второе поколение, практически ни одно поколение не имело счастья проживать в том месте, где оно родилось. Что назвать малой родиной, допустим, для нас? Для нас это и большая и малая родина Республика Казахстан, потому что я здесь родился и вырос, и провел всю свою сознательную жизнь.